Друзья, всех приветствую. В работе вот такой вот аппаратик. Принесли на замену гнезда, не заряжается. Ну, со слов клиента, как всегда, ничего не били, не топили, но по факту мы имеем следующую картину. Давайте разбавим серые будни ремонтов айфонов какой-нибудь просто китайской звонилочкой. По сути, ремонт должен быть несложный, но тем не менее после воды может быть что угодно. В режиме диодной прозвонки проверяем падение напряжения на этих конденсаторах. Здесь коротыш, на диоде короткая, на этом диоде короткая, микросхема коррозированная. Тем не менее, касаемся выводов, вроде бы целая. Конденсатор с этой стороны живой. Далее не попала влага дальше на плату, то есть у нас прям конкретно в этот участок. Сам аппарат закрывается крышкой, закрывается металлизированной крышкой. Вот с этой стороны, то есть каким образом сюда вода попала, неизвестно, но тут также вот есть пятно. Но тем не менее, есть вода. Давайте сначала почистим, немножко добавим химии, потом уже перейдем непосредственно к снятию элементов, которые у нас подозрительно. Аккумулятор отсоединили, естественно. Проходимся чуть-чуть химией. Сразу видно, после химии начинает процесс разложения этой коррозии. Дальше добавлю флюксов. Вроде как бы не относится сильно к растворителям, которые убирают коррозию, но после флюксофа значительно чище становится. Чистим все это тряпкой, выдуваем грушей. Так, уже значительно чище. Визуально видно прогоревший вот этот кондер, и вот этот кондер находится также в его цепочке, по одной линии они стоят. Тут тоже коррозия, его мы обязательно снимаем, и это тоже снимаем. В лучшем случае скалываем. Если видим, что метод скалывания здесь не подходит, то отпаиваем. Вот этот, допустим, конденсатор есть смысл отпаять, а маленький лучше скалывайте, потому что площадка текстолит останется целой, и вы не затронете лишние элементы. Так, потерял этот конденсатор, вот он. Греем его и убираем таким же образом. А область вот эту вот пропаиваем с помощью паяльника и флюса. Разбавляем небольшим количеством припоя. Подготавливаем площадку. Так как эти кондеры находятся в одной цепочке, просто добавляем вот сюда один конденсатор. Сюда не будем ставить, но площадку тем не менее зачистим, чтобы было чисто. Здесь уже в помощь нам оплетка.
Ну, в целом все. Конденсатор будем подбирать с другого телефона, аналогичного, который любой китаец. Подбор тут, в принципе, элементарный. Любую плату берем и с цепи питания 5 вольт выковыриваем этот конденсатор. Чистим плату, пробуем запустить. Поменялась ли ситуация или нет. Плату из корпуса не извлекал ввиду того, что элемент находится прям сверху и разборки не требует. Так, проверяем, замер делаем на батарейке, смотрим, есть ли на ней напряжение. Три и 2 вольта, батарейка живая, но разряжена. Подключаем к чарджеру, зарядки точнее. И смотрим, есть ли изменения. Появилось потребление на зарядном устройстве порядка 1 ампера. Телефон провибрировал, не вижу изображения на аппарате, возможно еще что-то с подсветкой. Еще раз отключим, подключим. Есть вибрация, картинки пока нету. Зарядка 800 миллиампер ушла. Отключим на несколько секунд и посмотрим по состоянию, что у нас под коннектором дисплея. Так как водичка была, возможно, и тут есть сложности какие-то. Под этим коннектором ничего нету, все чистенько. Давайте для ускорения подзарядим аккумулятор, подадим на него питание и немножко подзарядим. 4,2 вольта с блока питания с помощью щупов. Маленькое потребление на батарейке. Батарейка тоже уже подуставшая. 500 миллиампер всего на блоке питания. Все нормализовалось, 800 миллиампер, батарейка более-менее живая. Поднимаем заряжаем точнее до 3,8, 3,6, 3,7, ну то есть для того напряжения, чтобы аккумулятор начал заряжаться именно от штатной системы. По ЛБП у нас вот до 1 ампера поднялась, по мультику 3,5 вольта уже есть на аккумуляторе. 3,6 ждем на мультике, и в принципе этого достаточно, чтобы на дисплее появилась картинка, что заряд идет. Конденсатор стоит в цепи 5 вольт, сглаживающий, скорее всего там 5 вольт, мы это можем померить мультиметром, но конденсатор желательно поставить по напряжению, который стоит в 5-вольтовой линии, даже если на нем тут 4,2 вольта. Так, в принципе, думаю, достаточно. Одеваем клемму, подаем питание, смотрим. Так, есть вибра.
появилась картинка. И пошел процент заряда. Что касается этой линии, тут сделать можем замер относительно земли на этой точке. У нас 3,6 вольта, это линия аккумулятора, то есть тут 4,2 получается примерно. Ну, конденсатор будем подбирать, как я и говорил, около 5 вольт. Так, пока он пускай заряжается, я подбираю какого-нибудь донора, абсолютно без разницы, какой это будет донор. И дергаем кондерчик из этой линии. Как определить конденсатор, с какой линии? Просто любую материнскую плату и дергайте с линии WBAT. И все, и этого будет достаточно. Так как он там играет роль сглаживающего конденсатора, очень большой принципиальной разницы по емкости не будет. Так, сейчас буквально несколько секунд. Найдем какую-нибудь плату. Так, нашел первый попавшийся Lenovo. И есть конденсатор, как раз находящийся в этой цепи. Давайте обратно к микроскопу. Выковыриваем отсюда конденсатор. Сдувать будем, скорее всего, феном, чтобы не повредить его. Вот они, два кондера. Также находятся в цепи аккумулятора. Вот они, два крупногабаритные. Будем выпаивать вот этот. Можно, в принципе, и этот. Этот просто визуально больше. Соответственно, емкость в нем тоже больше. Поэтому сейчас его и снимем. Добавим немножко флюса и погнали. Так, 330 не поддается, добавляем до 350. Есть. Отключаем плату от телефона, зарядку от телефона, снимаем аккумулятор. И на вот это место ставим этот кондерчик. Добавляем пасты. Я думаю, этого будет достаточно. Запаять даже можем иглой со 115 ручкой.
Ну, как видите, иголочка справляется тоже с полигонами вполне неплохо. Именно если оригинальное жало. Китайские, конечно, так не умеют. Так, убираем, выдуваем. Все, кондер на месте. Подключаем питание. И подаем питание на телефон. Заряд пошел. Дожидаемся и пробуем включать. Есть, аппарат стартанул. Убираем со стола все лишнее. Так, есть старт. Сенсор работает. Заряд пошел, аппарат включился. Давайте попробуем даже сделать звоночек. Антенна не подключена, возможно, дозвона не будет. Коснемся пальцем. Есть звонок, динамик отключен. Ну, в целом, в принципе, на этом все. Все готово. Вот такие вот простые будни с несложными ремонтами. Всем пока, увидимся в новых видео. Всем удачи в работе.